Всем привет! Вы на канале Smolly Dolls. Меня зовут Маша, и сегодня я буду снимать видео на улице. Потому что я не буду ничего вязать, а буду пытаться разобраться в вопросе стирки кукол. Я кукол стираю и расскажу вам, какие куклы стирать можно, какие нельзя, от чего это зависит и на какой стадии готовности куклы я ее стираю. Сразу скажу, что я пыталась стирать куклы по-разному, в том числе даже в стиральной машинке с порошком, но лучше этого не делать, так как в машинке может кукла повредиться и порошок отбеливает вязание. Цвет куклы может поменяться значительно. Если вы вяжете куклу или игрушку самостоятельно, то к концу видео вы будете понимать, можно ее стирать или нет. Если же вы приобрели эту куклу или игрушку, то необходимо уточнить у мастера, какие материалы использованы и рекомендует ли он ее стирать, или этого делать нельзя. Для стирки я буду использовать воду комнатной температуры и обыкновенное жидкое мыло. Стирать я буду только своих кукол, которые делала сама. Я знаю, из чего они состоят. Разберем каждую по составу, чтобы понимать в конце видео, какие материалы можно стирать, а какие нет. Конечно, желательно всегда избегать стирки и пытаться предотвратить загрязнение игрушки или куклы. Во время вязания обязательно защищать свое изделие, а при дальнейшем хранении производить сухую чистку и не допускать загрязнения. Я взяла несколько своих изделий, некоторые у меня хранятся уже годами и запылились, и их нужно постирать. Они связаны из разной пряжи и использованы для них разные материалы. Я также специально взяла кукол разного размера, чтобы потом посмотреть, сколько они будут сохнуть. Начнем с этого малыша и давайте разберем его по составу. Связан он хлопковой тонкой пряжей. Внутри у него очень тонкий каркас из флористической проволоки, купленной в магазине для цветов. Глаза сделаны из фетра и приклеены клеем Кристалл Момент, нарисованы сверху акриловой краской, закреплены сверху лаком, волосы из шерстяной пряжи. Малыш этот всего ростом 3 сантиметра. Мастер-класс по такому тельцу есть у меня на канале. Отправляем его в мыльную воду. И следующую куклу рассмотрим. Эта кукла связана по моему мастер-классу куклу Лол. Кукла в образе Алисы. Разберем ее тоже по составу. Связана она из хлопковой тонкой пряжи типа ирис, разных цветов. Волосы у нее сделаны из фантазийной пряжи, прикреплены просто узелками. Глаза также сделаны из фетра, приклеены прозрачным клеем, нарисованы акриловой краской и закреплены лаком. Голова укреплена при помощи ватной палочки. Также отправляем ее в мыльную воду. И следующая кукла тоже связана по тому же самому мастер-классу. У нее белое платье, и оно, к сожалению, запачкалось, поэтому я решила ее тоже постирать. Связана она также из тонкой хлопковой пряжи. Но для глаз я уже использовала не фетр, а фоамиран. На нем нарисованы глаза акриловой краской и приклеены на силиконовый клей. Сверху закреплено все лаком для ногтей, а волосы сделаны из шерсти для валяния. Каркаса в ней также нет, и голова укреплена ватной палочкой. Отправляем ее следом за двумя предыдущими куклами и рассмотрим следующую куклу. Как видите, у этой куклы ноги гнутся, руки также, вот она держит трезубец, и голова у нее тоже на каркасе. И разберем ее по составу. Ее тело, обувь, основная часть платья, рожки и трезубец, все это сделано из тонкой хлопковой пряжи, а нижняя часть платья и воротник из обычной акриловой пряжи. Внутри у нее проволочный каркас, это флористическая проволока. Глаза связаны из мулине и пришиты шейными нитками, а волосы сделаны из шерсти для валяния. И отправляем ее также мыться. Вот этот малыш живет у меня очень давно.
Я его не продаю, я его оставила себе. Он у меня на каркасе. И разберем его по составу. Также тело связано из тонкой хлопковой пряжи, но внутри тогда я использовала проволоку, купленную в строительном магазине. Глаза сделаны из фетра и раскрашены акриловой краской по ткани. Мастер-класс по рисованию таких глаз тоже есть у меня на канале. Приклеены глаза силиконовым клеем и сверху покрыты лаком. Волосы сделаны из шерсти для валяния. Отправляем малыша купаться и рассмотрим следующую куклу. Это взрослая моя модель. У нее фигуристое тело, она на каркасе и крылья у нее на магните. Как сделать такие крылья, встроить магнит в спину, вы тоже можете посмотреть у меня на канале. И тонирована она акриловой краской. И давайте разберем ее по составу. Это также тонкий хлопок 100%, флористическая проволока по всему телу. Глаза вышиты нитками мулине. Ресницы сделаны также из мулине и закреплены клеем ПВА. И на голове куклы ввязаны волосы. Это натуральные трессы из шерсти козочки, прошитые на швейной машинке и ввязанные в голову в процессе вязания головы. Мастер-класс по вязанию таких волос вы также можете найти у меня на канале. В спину встроен магнит. И отправляем куклу купаться ко всем остальным. Следующая кукла, я взяла ее специально из-за огромной головы. Она связана крючком гораздо толще, чем предыдущие куклы, и из шерстяной 100% пряжи. Я ее вязала специально из шерсти в качестве эксперимента, чтобы посмотреть, как будут выглядеть куклы из шерсти. И давайте ее тоже разберем по составу полностью. Как я уже сказала, тело связано из шерстяной пряжи, а вот глаза связаны из хлопковой тонкой пряжи. Приклеены на клей момент кристалл. Внутри у нее проволочный каркас из флористической проволоки, а брови и рот нарисованы акриловой краской. На голове также хлопковые волосы. И последнее, что мы рассмотрим, это игрушка. Это кролик, связанный для куклы Алисы. Я взяла этого кролика, чтобы привести в пример игрушку из акриловой пряжи. Рассмотрим его состав. Тело связано из 100% акриловой пряжи. Глаза вырезаны из черного фетра и приклеены силиконовым клеем. Белое пятнышко на животе связано с 100% тонким хлопком и пришито швейными нитками. Блики на глазах сделаны акриловой краской. На голове ободок также из черного фетра и волосы из акриловой пряжи. Отправляем игрушку купаться вместе с куклами. Я не перечислила ни в одной кукле наполнитель, потому что он у них одинаковый. Это либо холофайбер, либо синтепух. Все куклы я набиваю очень плотно, а игрушка кролик у меня набита не плотно. В рамках эксперимента я возьму почти такого же кролика, связанного из акрила, и нанесу на него различные пятна. Я сделаю это с двумя целями. Во-первых, если на изделии уже нанесена, допустим, какая-то краска, то мы проверим, смоется ли она после стирки. И второе, это если случайно на изделие попало какое-то пятно, то можно ли его отстирать водой с мылом. Я буду стирать этого зайку в отдельной емкости, чтобы он не запачкал другие изделия. И если вы не знаете, например, может ли что-то полинять или дать цвет при стирке, то лучше каждое изделие стирать по отдельности. Первое, что я нанесу, это обычная шариковая ручка. Я когда записывала раньше схемы ручкой, то часто у меня ручка оказывалась рядом с куклой, и паста могла попасть на изделие. Поэтому проверим, можно ли ее так просто отстирать. Также я иногда записываю простым карандашом или делаю разметки при разработке кукол на самих куклах. Также проверим, можно ли смыть простой карандаш.
Также я нанесу капиллярную ручку. И фломастер. Капиллярная ручка и фломастер действуют по одному принципу, и я думаю, результат будет одинаковый для них. Следующим я нанесу перманентный маркер. Такой маркер, как правило, смывается трудно с разных поверхностей. Посмотрим, смоется он или нет с связанного изделия. Теперь будем проверять краски. Первое я нанесу акварель, немного смочу водой. Вообще краски часто используются для оформления. Я обычно использую акриловую краску, потому что она водостойкая. Например, для глаз или лица. И закрепляю сверху лаком. Проверим также на акриловой краске. Я нанесу синий цвет. И также я нанесу гуашевую краску белого цвета. Лично у меня самая частая проблема, из-за чего куклы при вязке становятся грязными, это пот и жир с рук. Пока мы довязываем изделие, та часть, которая уже связана, она может очень легко пачкаться. Поэтому я решила попробовать нанести в качестве жира подсолнечное обычное масло. Поставлю небольшое такое пятнышко сзади и попробую смыть мыльной водой. И последнее, что я нанесу на этого кролика, это масляная пастель. Раньше я использовала масляную пастель для тонировки кукол, но затем с годами я заметила, что пастель просто осыпается, от нее ничего не остается. Поэтому проверим, что же с ней будет, если изделие постирать. Я дам кролику немного просохнуть, чтобы все, что я нанесла, хорошо впиталось, высохло, и только после этого я помещу кролика в контейнер с мыльной водой и оставлю на некоторое время, примерно часа на 3, отмокнуть, и буду проверять результат. Кстати говоря, если на ваше вязаное изделие случайно попало какое-то пятно, то не спешите сразу отправлять это изделие в стирку. Сначала попробуйте избавиться от пятна локально. В интернете можно найти очень много способов, как избавиться от тех или других пятен. Например, жир нужно посыпать солью, ручку может удалить кислота или уксус, а простой карандаш можно попробовать стереть резинкой, пока он не высох. В этом видео я не буду подробно останавливаться, потому что это видео именно про стирку, но если вам интересны эксперименты с выведением различных пятен, то напишите в комментариях. И я проведу такой эксперимент по выведению различных пятен связанных изделий. Прошло 3 часа, и этого времени вполне достаточно, чтобы грязь и жир смылись с кукол. И отправляемся на промывку. Используйте только воду комнатной температуры. Для начала я несколько раз промываю всех кукол до тех пор, пока вода не станет прозрачной, а затем каждую куклу хорошо промываю под краном со всех сторон, чтобы все мыло вышло из изделия. На каждую куклу, в зависимости от размера, я трачу несколько минут, держу ее под проточной водой. Итак, куклы у нас постираны. Теперь следующий этап — это их просушка. Начнем с кролика. Как мы помним, в кролике у меня набивка неплотная. Я отдельно отжимаю волосы и отдельно отжимаю самого кролика. Можно не бояться на него давить и отжать, не закручивая. После этого я промакиваю хорошенько салфеткой до тех пор, пока у меня салфетка не станет сухой, и отправляю сушиться.
С куклами дело обстоит немного по-другому. У кукол плотная набивка, также у некоторых кукол есть каркас внутри, поэтому отжимать кукол нельзя. Можно только чуть-чуть отжать волосы, если позволяет прическа и материал, из которого сделаны волосы. А вот тело я не отжимаю совсем, я сразу начинаю промокать салфетками, заворачиваю куклу в салфетку и немного давлю, чтобы вода выходила из куклы и впитывалась в салфетку. И так я меняю салфетки до тех пор, пока одна из них не станет сухой. Только после этого я отправляю куклу сушиться. Берем следующую куклу. Это моя фигуристая кукла. Она на каркасе. У нее крылья на магните. Отсоединяем крылья. И уже видно, что клей ПВА с крыльев смылся. Выжимаем волосы, и так же как предыдущую куклу я буду обмакивать все части куклы салфеткой, заворачивать куклу в салфетку до тех пор, пока у меня салфетка не станет сухой, то есть максимальное количество воды не выйдет из тела куклы. Чем больше тела куклы, тем больше салфеток мне понадобится для того, чтобы высушить максимально куклу этими салфетками. Аккуратно снимаю намокшую салфетку, заворачиваю следующую и так далее. Для такой куклы, для примера 20 сантиметров роста, мне понадобилось 10 салфеток. И дам совет по поводу волос. После того, как вы их максимально отжали и просушили салфетками, положите куклу сушиться с такой прической, с которой вам потом нужна будет эта кукла. Если волосы, например, задрать вверх и положить сушиться, то они в таком виде и засохнут, и потом, чтобы уложить их вниз, нужно будет заново или намачивать, или пользоваться другими средствами для укладки. На следующей кукле я как раз и покажу, как это работает. Я отожму волосы, пропитаю куклу салфеткой и положу сушиться вот так с волосами вверх. И вы увидите результат после того, как кукла и волосы просохнут. Ни в коем случае не пытайтесь оттереть какое-то пятно. Не трите в районе лица, там где особенно краски или какие-то другие материалы, кроме пряжи. Локальные пятна лучше выводить отдельно. И отправляемся сушиться. И все остальные куклы я точно так же буду промокать салфетками и выложу на просушку. И если есть солнышко и теплая погода, то лучше сушить кукол прямо на улице, но если нет, дома нужно положить в сухое и теплое место. Можно посушить аккуратно феном. Кролика я также хорошо промыла и буду сушить. Уже примерно понятно, что у меня смылось, а что осталось, но выводы буду делать уже после. Во время сушки у меня куда-то пропал малыш 3 сантиметра, поэтому далее он не участвует. Эта кукла сохла дольше всех, причем тело высохло быстрее, а голова сохла очень долго. В результате стирки глаз отклеился. Я могу сделать вывод, что клей-момент со временем, а этой кукле несколько лет, после стирки может отклеиться. Больше кукла не пострадала. Крылья на магните. С магнитом ничего не случилось, а вот крылья стали мягкими. Они были обработаны клеем ПВА, чтобы стать жесткими. Придется их обработать повторно. Магнит в крыльях успешно магнитится к магниту в теле куклы. А вот на лице куклы стерлись брови, они были нарисованы капиллярной ручкой, и также пострадали ресницы, которые тоже были закреплены клеем ПВА. Ну, в любом случае, это лицо я переделывать собиралась, поэтому мне это не важно. Волосы из козочки абсолютно в порядке, и все остальное тело тоже в порядке. Нужно только уложить и причесать эти волосы. Следующий, кого рассмотрим, это вот эту куклу. Помните, я говорила, что волосы нужно сразу укладывать так, как вы бы хотели, чтобы они лежали. И на этой кукле я их специально задрала вверх. Вот видите, они не хотят сейчас опускаться, мне придется их заново либо намочить, либо укладывать какими-то другими средствами.
С самой куклой все в порядке, лицо у нее акриловой краской было нарисовано, все на месте, ничего никуда не делось, поэтому я считаю, что с этой куклой все хорошо. А этому малышу очень не повезло. Проволока внутри дала ржавчину, и в самых узких местах появились пятна. Также появилось пятно под глазом, видимо, там близко где-то проволока. Все остальное, глаза, лицо и волосы у него в порядке. Жалко его, конечно, придется что-нибудь придумать, чтобы исправить это. У этой куклы, в отличие от предыдущей, каркас из проволоки в оплетке. Никакой ржавчины я на ней не нашла. Ножки и ручки по-прежнему гнутся, проволока не ломается, пятен никаких нет. Все материалы выдержали эту стирку. Нужно только будет немного пригладить прическу. У этой куклы были пятна на платье, они пропали. И тоже нужно будет только немного поправить прическу. И сзади задралось платье, так я его оставила. После стирки сушиться, так оно и загнулось. Теперь придется выправлять, но в целом кукла в порядке. С кроликом не случилось ничего, он как был, так и остался. Форму он не потерял, все восстановилось за счет того, что там немного наполнителя. И давайте посмотрим на этого беднягу. С этой стороны у нас оранжевая, это была акварель, она осталась. Также остался маркер, который плюс ко всему еще и дал пятно. Фломастер и капиллярная ручка смылись. Карандаш почти смылся, можно ему помочь исчезнуть обычной стирательной резинкой. Ручка обычная осталась, и с этой стороны осталось все, кроме жирного пятна. Жирное пятно сошло. Могу сделать такой вывод, что стирать кукол можно, если вы знаете, из чего она состоит. Если не уверены, будет ли пачкаться тот или иной материал, то изначально можно проверить это. Например, проволоку можно намочить и оставить на салфетке. То же самое сделать с мулине, покрасить краской частичку пряжи, из которой связано, и так далее. Но, конечно, при вязании лучше максимально защитить изделие от грязи, а на готовой кукле не допускать появления пятен. Я обычно стираю куклу на этапе, когда у меня связано целое тело, а потом уже оформляю голову и вяжу одежду, защищая тело от грязи. Спасибо за просмотр и до встречи!